Ну что, Кинобокс Nexon X11 для жителей Украины. И почему, спросите, не ТВ-бокс? Потому что это больше вот я бы брал бы направленность кино. Потому что мы тут из этого ТВ-бокса выжимали именно соотношение цены и его возможностей максимально для качественного, ну, скажем так, для качественного просмотра контента. Ну, правда, YouTube, конечно, тоже тут качественно можно смотреть. И в чем он заключается? И тут у вас, наверное, вопрос такой, знаете, будет, почему мы выжимали? Да потому что это тот ТВ-бокс, который Технозон создавал вместе с Nexon. Я вам объясню. Изначально он разрабатывался, он создавался конкретно Технозон с Nexon. Что же в нем такого интересного? А я вам расскажу. Это Realtek 1325. С фишками искусственного интеллекта AISR, AIPQ, пожалуйста, видите здесь. Здесь есть автофреймрейт с QMS. Автофреймрейт с QMS без переключения в черное. Это очень важный момент, потому что это все конкретно улучшает контент. AISR это технология, которая улучшает низкокачественное видео, но просто делает его четче, то есть низкобитрейтное. Те же самые IPTV, те же самые OTT-сервисы, либо фильмы в плохом качестве. Он все это улучшает, даже YouTube-видео. Ну и еще, если вы смотрите кино, то, конечно же, важны форматы звука, которые поддерживает TV-бокс. Кроме того, что этот TV-бокс отдельно поддерживает USB-ЦАПы, то есть это отдельные цифрово-аналоговые преобразователи, ну ЦАПы, да, в простонародье. Он еще и поддерживает Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS HD Master Audio. Все это он тоже поддерживает. И это очень немаловажный аспект. Теперь дальше. AIPQ. Кадр за кадром регулируется цветовая гамма, там регулируется, допустим, тот же самый контраст и все остальное. И QMS это у нас Quick Media Switch, это конкретно без переключения в черного автофреймрейт от 48 до 120 Гц, пожалуйста, он работает отлично. При том, что этот TV-бокс имеет шикарное охлаждение, он вообще не греется. Мы в перформанс режиме его гоняли, и температура была не больше 66 градусов. Чем это обосновано? В том плане, что мы очень долго дорабатывали его до идеальных температур. И это немаловажный аспект. То есть люди, конечно же, уже будут получать серийные образцы с серийными охлаждениями. То есть не такое, как у меня, потому что я над этим работал долго, вернее, с ним работал. А компания Nexon работала над охлаждением долго. Вычисляли тепловую емкость пластины, при том, что здесь используется не стальная пластина, а алюминиевая. А алюминиевая, само собой, теплопроводность намного выше. Вы это должны понимать. Больше используются большие термопрокладки специальные, все классно. Теперь дальше. Что дальше, когда нас после выхода X12 Nexon, либо GX1 просили сделать что-то подобное с 1000 мегабитным LAN, мы стали понимать, что само собой в сертификат тут лезть нет смысла. Сертифицировать 1000 мегабитный LAN это достаточно дорогое удовольствие, да и цена конечная была бы конченная, потому что мы как раз ориентировались, что за ту цену, которую мы его сделали, мы должны получить максимум. А получили мы максимум еще и дополнительно HDR10, HDR10+, объясняю, то есть у конкурентов на таком процессоре нет HDR10+, а здесь он есть. При этом мы сделали вот такой вот пульт голосовой с 6-осевым гироскопом, с тем, что он Bluetooth, и этот пульт неплохой. Через ЦИК он может регулировать громкость, но если телевизор, допустим, не поддерживает ЦИК регулировку громкости, ну уж извините, мы не можем пока что учесть всех моментов, все дорабатывается на ходу, можно отключить и регулировать громкость Android. Но то, что здесь еще и можно, покажи сам по себе пульт, можно зажать вот эту кнопку и ее, когда появится красный, вот поднести инфракрасную пульт другого телевизора и запрограммировать еще включение и выключение телевизора, это факт. То есть есть программируемая кнопка ИК, кнопка вот этого ТВ-бокса. О чем можно говорить? Давайте так. 3 USB-шечки, которые работают в гиперспиде. Дальше, SPDIF. У нас есть аудио-видео выход HDMI, 1000 мегабитный LAN, вот этот вот выход питания, вернее вход питания. Ну и сама по себе надпись Nexon и плюс блок питания 5 вольт 2 ампера. Да, тут светодиодик еще есть, такой ненавязчивый. Блок питания 5 вольт 2 ампера. И вот знаете, в случае с тем, что в Украине, когда вы его покупаете, этот X11, вам не надо морочиться там, а вдруг что-то с блоком питания, а вдруг что-то с гарантией. Я вам объясню. Блок питания и пульт вам вообще поменяют. Вообще поменяют. Во-вторых, 24 месяца официальной гарантии от Nexon. 24 месяца. И это еще не все. Теперь давайте мы подумаем. Вот я сейчас открою, смотрите, я сейчас открываю ноутбук. Подождите. Сейчас такая будет кульминация этого всего действия.
В Украине он стоит 2390 гривен. Вы думаете, он стоит 2399 гривен? 390 гривен? Нифига. Он стоит дешевле. Я вам сейчас объясню, намного дешевле. Если вы его, вот мы давайте перейдем в корзину. Если вы его покупаете с нашим купончиком, промокодом Технозон, вот фактически вот здесь вот покупаете, вот нажимаете Технозон, вот здесь вот вводите. Это все для Украины, напоминаю. То вы получаете 120 гривен скидку, 2270. И вы такие, да ну, что там за скидка? 6 месяцев Свит ТВ, 6 месяцев Nexon ТВ в подарок. А теперь возьмите, посчитайте рыночную стоимость Свит ТВ, Nexon ТВ в подарок по 6 месяцев, но это только если купите с промокодом Технозон. Без промокода Технозон там получите по месяцу. И вы получили по 6 месяцев, посчитайте по рыночной цене, отнимите от цены со скидкой, и вы получите реально, за сколько вы его купите. Извините меня, это копейки. Это реально копейки за ТВ-бокс, который вот он разрабатывался не для Dolby Vision, для телевизоров. Давайте так, для Dolby Vision телевизоров, если у вас Dolby Vision телевизор, купите вот GX1. Шикарный ТВ-бокс с сертификатом. Не хотите, нужен 1000 мегабитный LAN, G2. Нужен Netflix, но не нужен Dolby Vision, нужен, допустим, HDR10+, да, пожалуйста, X12, Nexon X12. На все это я вам тоже ссылки закину в описании под видео. А если вы не знаете, где этот купить, кроме ссылки в описании под видео, давайте, сканируйте вот тут вот QR-код, переходите и смотрите там. И это знаете для кого? Вот у кого есть старый телевизор, его нужно сделать лучше. А лучше будет, потому что TRLT, картинка изначально лучше. ASR лучше отрабатывает. Хорошо. Если у вас телевизор, допустим, на HDR10+, поставили, работает. Для любителей какого-то стороннего контента и для любителей, конечно же, root прав. Здесь есть root права. Дорабатывайте прошивку, перерабатывайте все, что хотите, делайте. Комьюнити, думаю, будет развиваться. Хотите, устанавливайте все, что хотите. Здесь AOSP сверху накачанным, скажем так, стоит сверху интерфейс Android TV. И это все делает его действительно очень интересным вариантом. Ну а вам я проговорю так. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, а мы переходим уже его тестировать. А потом сделаем выводы. Ну и что? Android TV интерфейс. Да, X11 имеет Android TV интерфейс, который является надстройкой над AOSP. По факту делали именно таким образом. Регулируемые каналы рекомендаций. В принципе, все работает. Голосовой поиск работает. Фильм Черкассы. Вот таким вот он работает образом. Ну, так уж Google пожелал в последнее время, но внутри приложений все работает прямо вот четко. Если уж говорить про мультимедийные возможности, то мы можем пойти с вами там в YouTube, включить, например, там Дикую реку и получить там, допустим, какой-то опыт того, что, ну, вы сейчас видите вставку, Дикая река, 4К, воспроизводится все отлично, при этом еще и с HDR10. При том, что будет работать и HLG, допустим, тот же самый. Вот он запускается, с этим вопросов нет, но я вам скажу таким образом. Дело в том, что мы этот TV-бокс больше, скажем так, ориентировали для работы со SmartTube Next. Вот давайте голосовой поиск проверим. Дикая река 4К. Ну вот, само собой, что и требовалось доказать. Мы больше его ориентировали на SmartTube Next, потому что там есть автофреймрейт. Это очень немаловажная вещь. То есть мы заходим в SmartTube Next, видим поддерживаемый режим и видим, что он поддерживает и целые частоты, и дробные частоты, и автофреймрейт в этом TV-боксе есть не только простой автофреймрейт, а есть еще автофреймрейт с QMS VRR, то если у вас поддерживает телевизор без переключения в черное. Давайте сейчас, ой, не то включил, стоп, давайте откроем. И ту же самую, например, Япония 8К, да, в AV1 кодеке мы сейчас включим, давайте включим, да, к сожалению, контент приходится скрывать, оставлю вам диагностическое окно и температуру для того, чтобы вы видели, давайте ее перезапустим, остановим и перезапустим, объясню. Дело в том, что оверлей, который здесь вы видите, вот когда на нем тестируют люди, он обычно приносит дропы, потому что так сам по себе оверлей инженерный устроен, что он работает как надстройка над
VPU, да, то есть он работает через GPU, а когда и VPU, и GPU вместе, то у нас получается, честно говоря, факап. Смотрите, отличная температура проигрывания, 67-68 градусов до 71 максимально, что мы были после многочасовых тестов, дропов практически нет, и по YouTube как бы тоже вопросов нет, да и в принципе, что там 4К 60 FPS собрали смотреть, кроме тестовых роликов, да ничего там нету. А вот то, что нам на самом деле интересно, это то, что у нас внутри. А внутри у нас это модель X11 на Realtek 1325, центральный процессор Cortex A55 по 1,7 ГГц, который поддерживает не просто режим простой, а еще и перформанс режим. Я вам сейчас покажу. За отображение отвечает Mali G57. Ну, сеть у нас Connect 866, сейчас проверим. Android у нас 14, чтобы вы понимали. И, конечно же, у нас есть температуре можно доверять, мы проверяли, и кодеки у нас есть все. Здесь кодеки, в отличие от Android 12, уже не OMX, а C2, как мы видим, C2 Realtek. Все аппаратные кодеки у нас есть, они в наличии. AV1, VP9 профиль 2, H265, 264. И я вам скажу так втихаря, что для то, что не имею права сейчас в YouTube говорить, для стороннего просмотра, имеется в виду там Matrix и тому подобное, все работает отлично, без ограничений. Есть очистка памяти, потому что это все-таки не чистый Android TV, и иногда это приходится делать. Это вам так на заметочку. И если уже говорить про мультимедийность этого ТВ-бокса, то увидите здесь все украинские сервисы. Там Свит ТВ, Megogo, там Kyivstar, Nexon. А я вам объясню, ну, как я вам уже говорил, что к нему идет подарок, подписка, и именно под это он вообще ориентирован, с учетом того, что в нем есть AI-SR. То есть, давайте идем в настроечку устройства, идем в экран и звук, настройки дисплея, и именно это тот искусственный интеллект, о котором идет речь. Ну, кроме того, что здесь AI-PQ есть, про который я уже тоже говорил. То есть, фактически он улучшает низкобитрейтные видео, либо низкокачественные видео, не только, допустим, фильмы, но и те же самые каналы. То есть, они становятся немножечко лучше по качеству, немножечко четче, и даже вот есть вам пример, да, вставочка, как работает AI-SR, это реально снятые мной сэмплы со мной, поэтому они все рабочие. Тут я подтверждаю. Дальше. По звуку. Вот здесь вот, конечно, поработали очень даже неплохо. Дело в том, что кроме того, что у нас есть поддержка ЦАПа, да, то есть у нас есть аудио ЦАП поддержка, то есть мы его можем включить. У нас есть диапазоны смещения задержки аудиобуфера, то есть мы можем избежать любой, если подключить там Bluetooth какое-то устройство, либо подключить какую-то акустику и будет рассинхрон, это все исправляется. У нас есть главная функция, это то, что в расширенных настройках HDMI мы можем включить pass-through. Это называется режим pass-through, режим сквозного вывода HDMI. Также, если у вас нет, допустим, хорошего ресивера с Dolby True HD, то вы можете, или Dolby Digital Plus, то вы можете его принудительно выводить ну, именно конвертировать Dolby True HD и Dolby Digital Plus на Dolby Digital простой. Эта функция тоже включается по форматам звука. Из того ресивера, который у нас есть, Dolby Digital Plus, вы сейчас видите вставочки, работает. Dolby True HD тоже отлично отрабатывает. Есть простой DTS и DTS HD Master Audio, при том, что если выводить Dolby Atmos через Dolby True HD, то тоже интересный момент. Жду от вас комментариев, работает ли это, очень интересный момент. Теперь, ну, есть у нас еще конкретно LPCM и автоматически по умолчанию адаптивный формат Edit. По звуку поработали действительно хорошо. Тот самый пресловутый, допустим, автофреймрейт через AVRR QMS и который через черный традиционный. Ну и само собой AI-PQ не выключается, он работает постоянно, который кадр за кадром у нас переделывает видос, да, там делает классную тему. А при том, что он же поддерживает, кроме HDR10, еще и HDR10+, это немаловажный аспект, то есть нету другого несертифицированного ТВ-бокса на Realtek 1325, который поддерживает HDR10+. Этот единственный, мы получали на него отдельно лицензию. Это очень важный аспект, чтобы не писали, что там существует что-то другое. Нет, с HDR10+ не существует. Теперь дальше. Я вам покажу один секретик. Если мы зайдем в режим для разработчиков, то у нас тут есть режим Performance Mode. Режим производительности. Если мы его включим, то сразу мы видим, что все частоты, вот здесь, вот, кстати, у нас аэромышка, да, очень удобно показать. У нас вот аэромышка, все частоты ставятся 1700 на максимуме. Дальше могу тесты на них показывать. Вот если вы думаете, что он будет при этом греться, то нифига. Ну, давайте тротлинг-тест на них заделаем. Вот в перформансе переходим в менюшку, давайте где-то там я устанавливал, и давайте CPU тротлинг-тест, и стартанем его, и посмотрим. Ну и как вы видите,
Пожалуйста, зеленый график. И кроме того, это всего лишь 66 градусов. На перформанс режиме он абсолютно не нагрелся. Использовать его в перформанс режиме, не использовать его в перформанс режиме, это сугубо ваш выбор. Потому что, ну, например, если у вас там где-то будет дропить при каких-то моментах, то перформанс режим решает. Да, Android 14 приходилось очень много дорабатывать, потому что в Android 14 там другая логика, вот эти вот все оверлеи, все температурные оверлеи, они приводят к небольшим дропам на видео, потому что так работает так, да, то есть они изменили кодеки, они убрали OMX и перешли на C2, C2 работает через оверлей, и любой следующий оверлей просто-напросто работает через ту же систему, и у нас получается какой-то дроп непонятный. То есть это не только на этом ТВ-боксе. Если вы придумаете оверлей, как вообще вышли из ситуации Mi Box 3? Знаете, как они вообще отмудохали датчик температуры нафиг и запретили выводить оверлей. И все. И на этом все закончилось. Все у вас вот, все у них классно они сделали. Мы максимально прозрачно для пользователей делали, чтобы пользователям было информативно и классно. При том, что у нас здесь есть Miracast, который позволяет делать именно дублировать экран. Это как беспроводной монитор. Я сейчас включаю скринкастинг. Смотрите. Нажимаю X11. Ждем. О, появилось приглашение к подключению. Подключаем X11. И, пожалуйста, Wi-Fi to Point Connection. У меня есть теперь беспроводное подключение, а это можно использовать для, допустим, показать фотки вашим там родным, близким, кто пришел в гости. Это не Google Chromecast, не путайте. Это немножко другое, хорошо для презентационной, для проекторов использовать. Для проекторов это вообще ТВ-бокс шикарный, я вам серьезно говорю. Для проекторов это один из лучших ТВ-боксов, при том, что здесь 1000-мегабитный LAN. Если уж мы там заморочились с вами, да, с доказательством 1000-мегабитного LAN, то давайте проведем тесты сети. Будем использовать стандартные аналитики. Поверьте, на внутренний сервер я получил бы больше, но я должен вам показать конкретно вот вживую тесты на живые сервера. И мы с вами имеем сейчас на Wi-Fi 5 ГГц, 350 мегабит он выдает четко, при том, что это Wi-Fi 5. Мы оставили, был вариант Wi-Fi 6, но опять же, для большей совместимости, это масс-сектор, мы покрывали масс-сектор. Мы оставили Wi-Fi 5 ГГц. И вы видите, отличный вариант, отличный результат. Давайте включим с вами Wi-Fi 2,4 ГГц, а потом перейдем на LAN RJ45 и будем с вами уже видеть результат. При том, что вы наблюдаете постоянно за температурным пакетом данного ТВ-бокса. Это немаловажный аспект. 2.4 это вообще классно, потому что мы с вами имеем тест больше 100 мегабит. Это отличный результат для ТВ-бокса, просто топ. Вот оно закончило тест и включаем LAN RJ45. Мне интересно, кстати, посмотреть, что у нас получится на LAN RJ45. Подключился Wired Ethernet, смотрите тест скорости, Wired Ethernet. И можем включить даже на базовом тесте, посмотреть, что у нас будет. Честных там 700 мегабит, ну все зависит от серверов, от загруженности линий, которые есть, но это честный порт на 1000 мегабит. 767 на там, 500, ну, смотрим 570, 580, 584. Отлично. Что я могу сказать? Это просто шикарно. Дальше. У нас есть с вами здесь Netflix. Это HD Netflix, я вам скажу сразу. Это не сертифицированный Netflix, Netflix устройство. Из плюсов. Он понимает форматы дисков и exFAT, и NTFS. Это позволяет вам не думать о том, в какой формат форматировать, как это бывает на сертифицированных ТВ-боксах. К тому же, при проигрывании, допустим, очень больших каких-то высокобитрейтных видео в HDR, пожалуйста, мы с вами получаем вот такую вот шикарную картинку. Все отлично воспроизводится. USB 2 хватает, потому что они работают в гиперспиде. Вы знаете, что они работают в двух режимах. Здесь хороший режим гиперспид. Это у нас, кстати, вот этот ролик, по-моему, 80 Mbps, классный битрейт. И смотрите, пожалуйста, на температуру. Смотрите, пожалуйста, на температуру. То есть при таком варианте у нас температура вообще, при том, что мы тесты пишем, мы его тестируем уже, дай бог, наверное, часа 2. Да? То есть мы сначала там на телевизорах морочились часа 2. А до этого тесты, чтобы вы понимали, у меня есть скриншоты, тесты проводились часами, по 3. По 4 часа крутилась Япония 8К, крутились различные ролики, обязательно проводилось многочасовые тесты. Это очень немаловажный аспект.
Про OTT-сервисы и IP-телевидение вообще не хочется говорить, тут абсолютно никаких вопросов нет, переключается все быстро, каналы переключаются отлично, при том, что еще и срабатывает AISR, и мы имеем с вами нормальную картинку даже на низкобитрейтных каналах. То есть у меня вопросов по воспроизведению каналов, OTT, сервисов и тому подобного нет. Что могу сказать? По мультимедиа у меня все, но вы же там спросите, это же не сертифицированный ТВ-бокс, во что-то давайте играть. Я не рекомендую играть на ТВ-боксах. Абсолютно не рекомендую. Ну давайте попробуем его асфальтом закипятить. В асфальте, я вам скажу честно, мы получали 72, 73, 74, по-моему, пиково было, потом упало до 72 градусов. То есть мы получали вот такие вот результаты. Опять же, специально не гашу вот этот вот оверлей для того, чтобы вы видели температуру, поэтому может чуть-чуть прифризовывать, но при том, что игра работает, то есть здесь Mali, ну, здесь уже даже не G31 Mali, то есть этот малишка можно действительно поиграть в какие-то Android TV игры, которые в маркете есть, но особо я вам скажу, я опять же не рекомендую на ТВ-боксах вообще играть, забудьте вообще уже, купите PlayStation 2, если уж вам там совсем бюджетно поиграть, хочете игр побольше, игры поинтереснее, или PS3 сейчас можно взять за сколько? За копейки за какие-то. И там игры какие, нифига себе. Android TV играм там очень далеко. Но при этом вы видите, что у нас не уходит температура в какие-то экстремумы. Да, там. У нас нет каких-то там провисаний, отказов, отвалов джойстиков, как это бывает в сертифицированных ТВ-боксах. Кстати, джойстики бывают очень-очень сильно валят. Например, ты переключаешься с игры на игру, и у нас уже там есть какой-то момент. Хотите другую? Да без проблем. Давайте остановим эту. Пойдем очистим память, для того, чтобы она не висела. Потому что я так по-варварски люблю закрывать по домику. Да. Можем включить Xenoverse тот же самый, в который я играл очень-очень много времени. То есть у меня тут, видите, на каком я уже уровне тут. Ну, давай. Пошли. Постреляем чуть-чуть. Иди сюда. Ай-яй-яй-яй. Вот это я давно в него не играл. Это капец какой-то, а. Очень давно. Ну да ладно. Игра, кстати, игра приколюшная вообще. Играл очень давно. Прошел далеко. Ты там на этих фабриках бегаешь. Короче, а у меня оружие перегрелось. На этих фабриках бегаешь и там, грубо говоря, ну сейчас мы попробуем. Силы разные, потом полечились, постреляли. Слушайте, я готов уже прорезюмировать данный ТВ-бокс. Достаточно интересное решение у нас получилось. Я надеюсь, оно будет развиваться, а оно будет развиваться. Поэтому переходим и делаем выводы. И в качестве выводов скажу, рекомендую ли я его? Конечно, рекомендую. Идеальный ли этот бокс? Нет, он не идеальный. И ни один бокс не бывает идеальным. Всегда есть компромисс. На Nexon X12 есть HDR, HDR10+, ну 100 мегабитный LAN. Но при этом у нас здесь есть Netflix 4K. А вот этот вот ТВ-бокс, да, там, в нем Android 14, в нем классные форматы звука, в нем много-много всего, но он не сертификат. И в этом, возможно, его плюс. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.